Я никак не могу угомониться, только прилетела и сразу же решила полететь в Бразилию. Мне, правда, немного одиноко. Я вот ищу, с кем полететь. Молодой человек, вы не хотите наставить на компанию полететь в Бразилию? ¿Cómo? No te entiendo. Ну ладно, придется одной. Ладно, поехали. Чао! Всем привет, друзья! С вами Катя Казионова. На этот раз не пришлось долго ждать нового влога. Сразу же я прилетела на турниры в Бразилию, в город Сан-Паулу. Отсюда буду снимать новое видео для канала Kiss My Ace. Погнали! Да, как я уже сказала, после Бурунди сразу я направилась еще на 2 турнира. Это будет 2 35-ки. Первая проходит в городе Сан-Паулу. Сейчас поедем заселяться. И второй турнир будет проходить в городе Леме. Это где-то 200 километров от Сан-Паулу. На второй неделе поедем туда. Так как Бразилия член БРИКС, то россиянам не нужна виза. Можно находиться здесь 90 дней без выезда. На заметку. Я первый раз в Бразилии, вообще давно очень хотела здесь побывать, не только в качестве игрока вообще по теннису, но и в качестве туриста, и сейчас получится совместить две эти вещи. Надеюсь, получится что-то еще посмотреть, помимо теннисных кортов и отеля. Доброе утро из Сан-Пауло. Вчера после полета вообще не было сил ничего снимать, потому что я в дороге была больше 30 часов, летела из Бурунди до Мадрида. Тоже длинные перелеты, и потом прямым рейсом из Мадрида до Сан-Пауло 10 часов. Прилетели ночью, и так как большая разница во времени, конечно же, сразу же легли спать. Сейчас проведу обзор по апартаментам, которые мы снимаем на этой неделе. Вот такие вот у нас апартаменты на этой неделе. Очень современный жилой комплекс, мне очень нравится. Есть небольшая встроенная кухня. Вот такое вот панорамное окно, очень красивое, с видом на город. Также у нас в жилом комплексе есть свой бассейн и тренажерный зал, которым мы можем пользоваться. Все это стоит 38 евро в день. Единственный минус, что нам достаточно далеко ехать до кортов, где-то 30-40 минут на машине, но такси здесь недорогое, не больше 10 евро в одну сторону. Вообще ситуация с жильем на этом турнире странная. Я хотела забронировать официальный отель, который был представлен только один для игроков, и он находился прямо на кортах, что очень удобно. Но когда я начала его бронировать, выяснилось, что там всего лишь 16 комнат, причем под турнир они предоставляют только 8. Ну, естественно, это недостаточно для всех игроков, и все номера уже были забронированы, поэтому пришлось искать другой вариант. Гостиницы все тоже далеко расположены, так как теннисный клуб находится за городом. И самый оптимальный вариант было снять квартиру. Вышли попить знаменитый бразильский кофе. Я вообще не люблю черный кофе, но я решила взять попробовать, чтобы именно вкус бразильского моего почувствовать. Он очень необычный, отличается от европейского. В общем, сейчас поедем на первую тренировку. Вроде бы оклемалась после перелета. Немножечко еще голова тяжелая, но уже поедем тренироваться. Пришли в клуб. Очень здесь симпатично. Это центральный корт. Все очень зелено. Кортов здесь штук 8, наверное. Сейчас пойду на легкую пробежку перед тренировкой. Вот там ресторан, это лаунж-зона. Блин, только начала бегать, пошел дождь. Меня он преследует на каждом турнире, и в Африке, и в Бразилии, и везде. Я первый раз в Бразилии, всегда мечтала здесь побывать, сыграть турнир. Вот именно так я себе и представляла. Очень зелено, хорошего качества грунт, поэтому с удовольствием сыграю здесь. Теннисные корты находятся рядом с Кампо де Гольфе. Поля для гольфа. Очень живописное место.
рука. Так, мы с моей напарницей на этой неделе пришли ужинать. Мария. Мы очень хотели попробовать стейк, но все-таки мы боимся, что нас потом примут положительный допинг-тест за мясо с анаболиками, поэтому мы едим бургеры. Очень вкусное место. Кстати, это бразильский очень известный напиток кайпиринья. Это вообще любимый алкогольный напиток Адиля, и лучше всех он сказал, что в Бразилии, да, самый вкусный. Но я понятно, что во время турнира на поле. Вообще, кстати говоря, в Бразилии португальский язык, и я всю жизнь думала, что португальский с испанским похожи. Вообще не похожи, я абсолютно ничего не понимаю. Адилич как-то пытается смесь испанского-португальского делать и разговаривать с людьми. Здесь очень мало людей разговаривают по-английски, поэтому мне коммуникатировать сложно. Вообще насчет национальной валюты, как она называется? Бразильский реал? Реаль. Здесь очень дешево, то есть самое, конечно, затратное это долететь до сюда, из Европы, ну, отовсюду очень дорогие билеты. Но когда вы здесь уже, то очень дешево, то есть жилье, питание, транспорт. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Давай, кофеечку у Леры. Не, мне не надо, он там машет, давай, вот там. Блин, ты ел новую сумочку? О, красивая, да. Будешь брать? Не знаю, сейчас, секунду. Там есть какие-нибудь другие цвета? Еще синего цвета или фиолетового? Мне фиолетовый нравится. Давай. Все, закончилась подготовка к турниру. Скорее всего, завтра я играю. Я попала на аргентинку. Я ее не знаю. Сейчас стоит 500, но в прошлом году стояла 140, играла гранд-слэмы. Посмотрю сегодня в ютубе, как играет левша. Я думаю, что больше такой стиль на удержание, грунтовичка, поэтому будет непростой матч в любом случае. Но я чувствую себя неплохо, готова. Как я вообще после Африки? Хорошо. Игрок топ-500 теперь. Да. Прибавила? Да. Все, давайте, let's go.
Восстановление после тренировки по-бразильски. Я обожаю вкус. Мы пришли в молл, тут вообще такой необычный выбор. Тут, например, есть эти кроссовки Осаки с Юсопана. Я вообще их нигде больше не видел. Вот такие вот есть необычные. Потом здесь очень много вообще одежды, обуви фирмы Он, потому что Фонсека. Ну, Лакост, смотрите, вообще прям топовый выбор. Теннисный отдел. Покажи ракетку для пиклбол. Adidas. Блин, как красиво. В общем, мы сходили в бразильский Carrefour и набрали всяких бразильских ништячков, которых нету в Европе, и мы сейчас будем их пробовать и ставить им оценки. Вот это вот чисто из игры Fruit Ninja 50 очков. Вот так выглядит питание. Так выглядит гваяба. А почему киви не красный? И киви. Внутри он красный. Ну как на фотке. А, ну совсем чуть-чуть. Я, честно говоря, думала, что мякоть будет красный. Сколько это вот все стоило? Фрукты здесь нереально дешевые. Что, евро 2, наверное, максимум. Начинаем с киви. Ну, вкус как обычный желтый киви. 0 из 10. Ну типа, я ела только обычный киви в России. Он 100 тысяч раз вкуснее. Это вообще безвкусный, просто какая-то мякоть. Ни кислинки, ничего нету. Во-первых, жесткие какие-то семена. Это ужасно. Я вообще, ну это знаете, вот типа... А, у меня зубы сломаются. И у бабушки в огороде просто сорвали фрукт, который не доспел. Вот это продают. Мне вообще не нравится. Не, мякоть очень вкусная. А мне не нравится. Она такая кисло-сладкая. Но вот Это что еще раз? гваяба. Ну, семечки прям, вот, их очень много. И они очень твердые, прям нереально кушать. Фигня. Ребят, никогда не изменяйте нашим старым добрым персикам, яблокам и апельсинам. Я думал, ты скажешь чипсы, шоколадка. Нет. В Европе он стоит один такой фрукт евро 8-10. Это вообще просто деньги на ветер. После этого захотелось попить, попробуем сейчас тут вот гуарану. Один сказал, что это у сборной или у кого? Бразильская. У бразильской сборной по футболу, вот это вот спонсор мне должен. Ну вот мне Маша Козырева правильно сказала, как дюшес по вкусу. Нормально. Пойдет. Ну, 7 из 10. Ну, мне нравится 8, я бы сказал. Так, давайте попробуем фанту гуарана. Знаете, вот это мне напоминает кислородный коктейль, вот этих в санаториях раньше было. Мне вообще не понравилось. Вот это вот 2 из 10. Честно, по качеству бразильские вкусняшки не оправдываю доверия. Ну, сникерс маракуйя. Здесь вообще маракуйя очень популярна, во многие вещи добавляют. Он вкусный из-за того, что он сникерс. Я очень плохо чувствую маракуйю, на самом деле, здесь. Ну, шоколад вкусный. 8 из 10. Ой, я открыла, я извиняюсь, сникерс с клубникой, сразу пахнет клубникой, очень сильно. Да, как будто клубничная жвачка. Вот это вкусная вещь. 9 из 10. Клубника чувствуется довольно сильно, но не сильно, чтобы неприятно было. Это значит... Говорите сначала, да, научитесь говорить сначала по-русски, да, до свидания. Мандемс с попкорном внутри. Я обожаю мандемс, но желтый, который с орешками. Я на этот сильно не рассчитывала, но вдруг. Ну это, знаешь, это как будто вот эти вот рисовые шарики. Это криспи, есть такие. Мальтизерс. Очень вкусно, кстати. 8 из 10. Твикс клубничный. О, красная у него нюга. Более-менее нормально. 5.
Я бы сказал 6. Так, последний, да? Дальше из лимона. Ой, я не люблю лимон, это один себе взял, я вот ненавижу. Просто как ссаная тряпка. Ну, Но хотя, на фигуре кстати, красиво, мне кажется, вот, будет, кстати, да. я сказал как ссаная тряпка, а на самом деле вообще не как тряпка. Очень приятная ткань. Это интересная, кстати, вещь. Я забираю свои слова обратно. Это лучше, чем клубника. Намного лучше, чем клубника. Это прям я 9 даже дам. Это очень приятно вот с чаем попить. Но если честно, то я разочарована. Я думала, что вкуснее будет, особенно фрукты. Это нормально, на хороший напиток. Все, наш обзор подходит к концу. Спасибо. О, браво. Я уже размялась, сегодня очень жарко, 27 градусов. Отдельно на кокосах. Солнце, да, ну нормально. Терпимая жара. Здесь показывают Монте-Карло Мастерс. Так что все, сейчас буду готовиться к матчу. Сегодня будет непростой матч. Я посмотрел свою соперницу, она играет достаточно неплохо. Поэтому будем бороться. Один взял сэндвич. У него просто в сэндвич положили 2 стейка филе миньон за 5 евро. Блин, здесь очень дешевое мясо в Бразилии и очень качественное. Вот здесь на есть прям стейки. И еще то, что мы вчера вот это вот дегустировали, это вот гуарана, даже есть зеро. Без калорий. Очень вкусно. Мне нравится этот напиток, я его прям полюбила. Что за матч снял? Много. Много? Да, ты даже не замечала. Ого. Ого. Молодец. Я довольна своей сегодняшней игрой. Мне очень понравилось, как я играла. Коуч, вам понравилось, как я играла? Коуч немногословен. В общем, завтра у меня day off от одиночки, только пара. Играем с Машей Козыревой, мы 4-й сейной, поэтому я думаю, что у нас неплохие шансы. Будем стараться в паре тоже выиграть. Вамус. Вау, очень красивый закат. Вообще, мне здесь очень нравится. Прям я кайфую от этого теннисного клуба. Разминка перед парой. У меня рука же дрожит жестко, не знаю почему. Если будет шейки влог, извините. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. If you watch how I move, you mistake before I play. Здесь как-то американская и российская школа тенниса с качами на грунте. Like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, show to tell you I'm local. And the plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. I'm real good at it, guy. Блин, короче, на каждом турнире выдают мячи под депозит. Мы дали $10, как обычно. И в первый же день я потеряла 2 мяча. И один сейчас подходит в турнамент деск и спрашивает, можно ли с одним мячом типа поменять на 3. Мы сдружились немного с ним, потому что он говорит по-испански.
Я такой думаю, ну может с одним мячом она нам разрешит поменять. Он говорит, нет, с одним очень сложно, хотя бы давай 2. Я 1 час обошел все корты и нашел только лимон, который растет на И дереве. еще он заходит прям... Сойдет. Идеально. Короче, я к нему сейчас приду и скажу, можно 1 мяч и 1 лимон? Он будет то полезнее, чем просто тупый мяч. Да, как мне написали в комментариях, это против вируса денге. Ешьте больше цитрусовых. Там какая-то гигантская ящерица. Давайте подойдем поближе. Она реально очень большая. Вау. Блин, просто время 6 вечера, мы ждали пару, чтобы сейчас полил дождь. Вот не дай бог, мы сейчас просто так сидели и нас отменят. Ну, блин, до 10 вечера тоже не очень хочется сидеть. Я надеюсь, что дождь. Довольно сильно сейчас, кстати, пошел. Закончится, пожалуйста. Ну вон тучи какие. Там сверкает. Да. Обидно. В общем, мы уже переоделись к матчу, размялись, настроились, обсудили план на игру и нас отменили. Ну, в принципе, все, как ты и сказала. Разомнемся и пойдем домой. Не, мы когда разминались, я, во-первых, вечером видела, что будет дождь, мы размялись, и была туча, и Маша говорит, что, пойдет дождь? Я говорю, сейчас разомнемся, пойдет дождь. Но потом была прекрасная погода на протяжении 4 часов. В общем, кто-то накаркал. Так, все. По машинам! Мы тут с Марией вспомнили классику. Зеленою весной под старою сосной с любимою Ванюша прощай. Вся красавица Маруся молчит и слезы льет. От грусти болит душа ее. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают горькие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Зеленою зимой опять же под сосной любимою Ванюша встречается. Кольцовый сидит и нежно говорит. Вот она, бразильская зима. Не советую приезжать в Бразилию в апреле. В общем, я проиграла первый сет 1-6. Просто ужасно он для меня сложился. Я абсолютно не понимала, как играть со своей соперницей, потому что она вообще не делает ненужных ошибок. Я пробовала разные вещи, и ничего не получалось. В начале второго сета счет 1-1, я веду 40-0 на своей подаче. Я несколько раз вышла к сетке. Это принесло результат. Может быть, нужно так играть. Не знаю, после дождя буду пробовать. Что-то пока что не понимаю тактически, как у нее выиграть. Держать мяч физически меня не хватает с ней 100 ударов. Потом атаковать тоже не получается, потому что она держит длину хорошую и очень рискованно. Поэтому, не знаю, еще подача первая сегодня подводит. Надеюсь, получится переломить. Второй день подряд мы сидим целый день на кортах, ждем матч. И матчи отменили, потому что снова пошел сильный дождь, там, как видно, лужи. Завтра мы доигрываем матч вторым запуском. На душе Рейн. На улице Рейн, на душе Пейн. Джейсон Сетхэм. Короче, один хочет выиграть 20 тысяч бразильских реалов. Нет, там типа iPhone или AirPods. Айфоны. И он выбрал номер 21. Ну, он какой-то легенький, мне кажется, там не будет ничего такого. И там... Это то, что мне надо было! У меня нету кисточек для макияжа. Супер! Какая-то штука для массажа, для лица. Красава! Это то, что мне надо было. Молодец! А у некоторых из них есть этот AirPods. Я довольна.
В итоге вчера проиграла я одиночку со счетом 6-1, 6-4. Вчера вышла, конечно, на доигрывание матча, уже начала играть лучше, но все равно не хватило как-то внимания, что ли, или терпения перевести в третий сет, потому что соперница, по крайней мере, против меня вчера вообще не допускала ошибок, и мне нужно было каждый мяч играть агрессивно, и уже, не знаю, либо не хватало ментально как-то оставаться вот в каждом розыгрыше, либо физически, потому что прошлый выходной у меня был единственный только 10-часовой перелет до Бразилии, и, конечно, я чувствую, что уже подустала. Пару вчера выиграли, вышли в четвертьфинал, и сегодня играем в случае победы в четвертьфинале еще второй матч сразу же. Поэтому, да, концовка недели такая непростая для меня выдается. Estás assistindo mesmo. Tudo de fora. Bravo. Полуфинал. Доброе утро, воскресенье. Вчера турнир для меня подошел к концу. Начался он за здравие, закончился за упокой. Я не знаю, очень хорошо начала турнир. Первый матч одиночки сыграла здорово, настроение было отличное, игра была хорошая. И потом, когда начались дожди, как-то вот эти дни все затянулись. Не знаю, потеряла ритм. На одиночке вообще что-то потеряла уверенность в себе. На паре старалась ее вернуть, выиграли 2 матча. И вчера упустили очень обидный полуфинал, вели 8-7 на тайбрейке, не хватило 2 розыгрыша, чтобы закрыть матч. В общем, единственное, что остается, это, наверное, сегодня воспользоваться наконец-то выходным, отдохнуть и перевести, я не знаю, свой разум на опять позитивное мышление ко второй неделе, потому что, конечно, да, что-то я к концу недели очень сильно расстроилась, хотела сыграть лучше. Ну, это теннис. Каждую неделю ты проигрываешь, и всего там 2-3 раза в год у тебя получается выиграть турнир, поэтому приходится принимать поражение. Ну, как я уже сказала, сегодня выходной. Мы сейчас поедем в Сан-Паулу. Посмотрим, что есть интересного в этом городе. Я вообще не знаю, куда мы едем и что мы будем сегодня смотреть. Адиль отвечает за культурную программу. Он здесь жил, полгода по обмену учился, поэтому знает какие-то секретные местечки в центре. Я их не знаю вообще, поэтому ты ответственна за сегодняшнюю прогулку. Мы пришли куда? Мы идем завтракать в заведение под названием Oakberry. Создатель этого заведения — это парень первой кетки мира Арина Соболенко. В общем, это такие смузи-боулы полезные, фруктовые. И вот они... Из Асай. Да, из Асаи. Они вот родом из Бразилии. И он создал эту вещь. И Арина Соболенко является... Так, кем она является? Она рекламирует. В общем... Пиаром является. Так выглядит изнутри. Маленькое меню. Ну, планшетка. Сейчас он готовит наш Асай.
сказал смузи. А ну-ка, как тебе? Да? Ноль из 10 сколько? 10. Мы приехали в японский район. Оказывается, в Сан-Пауло самая большая японская диаспора, которая проживает вне Японии. И тут, в общем, сейчас посмотрим, что есть. Я знаю, что здесь есть разные магазины, очень много граффити. Потом, что еще? Всякие японские кафешки, суши, бары и так далее. Здесь какой-то food market. Капец, О, блин, здесь вообще не пройти. Я когда здесь был COVID time, был 2021 год, тут вообще никого не было. Сейчас даже не пройтись. Смотри, Катя, они продают тейзер. Что? О боже. Чтобы защищаться от воров в Бразилии. Кафе Hello. Кате тут не понравилось, слишком много народу. Идем дальше. Фух, наконец-то мы вышли за то место с кучей людей. Вот, зеленый оазис. Вообще Бразилия очень зеленая страна, и даже вот такая вот эстакада с кучей зелени. Идем дальше. Адиль привел меня на обед в ресторан, где он кушал здесь 5 лет назад. Очень красиво. Вот высокое дерево, вообще все так зелено. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade. Нам принесли покушать, здесь подача блюд просто обалденная. Вы только посмотрите. Это тартар из говядины, куриные крылышки, фокаччо, точнее просто. Это не крылышки, это стрипс Стрипс, с да. манго. Блин, буррата с какими помидорчиками. Ну просто мы очень голодные. фри. Шикарно. Просто мы очень много ходили сейчас уже, я не знаю, километров 5 прошли, поэтому мы очень хотим кушать. Это что-то. Манго, я что сказал, соус. Сейчас мы находимся на Авенида Паулиста. Это крупнейшая улица торговая в Сан-Пауло. Как улица Диагональ. По воскресеньям ее перекрывают, чтобы люди могли ходить. Она довольно опасная, полиция. У нас ничего нет, поэтому... Поэтому вокруг здесь полиция, потому что в воскресенье люди ходят с телефонами. И чтобы не воровали. Вот так вот. Até o sol raiar, gata me liga, mas só tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê. Какой-то мега квартира, там охрана. Ну, во всех квартирах здесь охрана, но в этой там специальная охрана, там людей 6 стояло. Этот район называется Жардинс. Один из самых элитных Сан-Пауло. Самых безопасных. Еще информация здесь в каждой квартире, блоках. Если вы заметите, в каждом заборе стоят охрана и камеры, потому что здесь ни у кого нету ключей от подъезда. У них сидит консьерж, охранник. Электронная система входа в здание. Охранник, не электронный, просто охранник сидит. И он тебя впускает, потому что он тебя знает. Да, но ты в квартиру И тут квартиры сразу идут в... То есть лифт сразу в квартиру идет. А, да? Да. У них нету такого. То есть здесь каждый этаж обычно квартира. И каждый этаж сразу идешь в свою квартиру, заходишь. Потому что очень высокая преступность. Такие... Да, и чтобы не украли на улице у кого-то ключ в целую квартиру,
А у них в каждый концерт Такая есть. система безопасности. Мы сейчас идем по торговой улице и пришли туда, куда мы направлялись, Хавайянос. Здесь продаются шлепки известные. Самые знаменитые шлепки на свете это бразильские. Хавайянос. Просто огромный выбор, все цвета, все вообще. Там есть цветные каждого цвета. Здесь можешь персонализировать, добавить всяких штучек. Мы персонализируем так. Моему папе немножко погадать. Мы не видели, что здесь тоже есть российский. Мы сейчас поменяем его, а то это странно смотрится. Это моей сестре. Все, мы собрались. Сейчас выезжаем на следующий турнир в город Леме. Ехать 250 километров, примерно 3 часа. Так что сегодня я уже планирую вечером потренироваться на новых кортах. Сейчас желаю нам хорошей дороги. Организаторы турнира не предоставляют нам никакой помощи в транспорте, поэтому пришлось вызвать Uber. Он будет стоить примерно 80 евро. 70 евро. 70 евро. Но это самый быстрый, как бы, по деньгам нормальный способ добраться. Еду в Магадан. Все, мы разместились. Вот такой вот у нас на этой неделе отель. 2 кровати. Номер достаточно большой. Душевая. Комната стоит примерно 38 евро. Вот положила тренера на маленькую кровать. Я буду спать на king size кровать. Местечко, конечно, город Леме, абсолютная деревня. Мы сейчас проехались. Вообще тут делать просто нечего. Я даже не знаю, откуда здесь корты. Но зато есть Макдональдс через дорогу, на всякий случай. Да, доставки еды здесь нету. Такси, Uber здесь нету. Короче, печально. Приехали на корты. Снова загородный клуб, гольф, бассейн, корты. Гольф есть. Я видела. Тяжела и неказиста. Жизнь спортсмена-теннисиста. Мы идем на тренировку. Блин, я надеюсь, что судья меня не поставит. Я попросилась на среду. Я посещу вот это вот прекрасное место. Мы пришли на корты, мне очень уже нравится. Здесь намного, мне кажется, даже красивее и уютнее, как еще в Сан-Паулу. Такие корты, прям они рядом расположены. И получше грунт вроде. Все так мило и выглядит. И еще здесь, смотрите, здесь есть Дети барчик. бразильские. Здесь есть барчик, и здесь делают мороженое, это вот жареное, знаешь? Оно не жареное, оно в холодное. трубочке, в трубочке, которые сворачивают. Так, здесь вот играют уже квал. Вот там вот тренировочные корты. Это девочка, которую я проиграла на прошлой неделе, тренируется. Слушайте, ну корты прямо мне очень нравятся. Ну что не играть в теннис с такими видами? Вот тебе не хочется самому взять ракетку и пойти поиграть? Не очень. Надо просто... ее в виде, да. Пойдем попинаем мяч. Как в Бразилии не поиграть в футбол. Просто я не понимаю, с того отойти
2 минуты в туалет, а Гиля с какими-то бразильскими пацанами играет. Muchas gracias, afición. Está para vosotros. Я закончила свою тренировку. Очередная грязь от супервайзера. Совет. Никогда в жизни не просите реквест на какой-то день. Если вы русский. Нет, вы... Нет, серьезно, в 99% случаев супервайзер поставит с точностью да наоборот. Я просила на среду, естественно, я играю завтра во вторник. Блин, еще мы сейчас, я хотела замяться на стадионе, но как только начинает садиться солнце, просто миллион комаров. Здесь невозможно находиться, это просто какой-то город комаров. В Сан-Паулу такого не было. Почему ты так оделся? Сегодня играет Мадрид через час против Арсенала. Второй матч Лиги Чемпионов, четвертьфинал. Они должны выиграть 4-0, чтобы пройти в полуфинал. А если они не выиграют 4-0? Они выиграют. Мбаппе сегодня забьет 2 гола. Не, подожди, а если они не Один выиграют? гол от Беллингама и другой последний Родриго. Не, подожди, а если не забьет 4 гола, не выйдут? Нет. Но у меня через час тренировка, ты что, ее пропустишь? Да. Можешь никуда не ехать. Повернись спиной. Все ясно. Ну, это все, конечно, очень здорово, но я считаю, что моя футболочка покруче будет. Коллаборации с Mature. Все, едем на квартал Тринити. Мадрид, а-ля Мадрид, и надо más, а-ля Мадрид. Какой счет будет, ты говоришь? 1-1. Эй, не говори так. Скажи, что будет счет 4-1. 4-1 Арсенал. 4-1 Мадрид. Я вчера не записала видео, что я выиграла в 3 сетах. Я как будто стою, как будто я отчитываюсь. Просто, блин, я себя очень плохо чувствовала перед матчем. Не знаю, что было с животом. Мне кажется, мы не очень в хорошем месте поужинали позавчера. Вот, и... Да, я, короче, вышла на матч 1-6, просто вообще не было сил. Но я, если честно, еле разминалась даже перед матчем. Тебе типа тошнило очень перед матчем. Я думала, что сейчас будет вообще база полная, но как-то получилось во втором сете зацепиться, завелась и хорошо сыграла, выиграла 6-2, 6-3 потом. Но я очень рада, что в таких условиях себя пересилила и получилось выиграть. Так что, да, сегодня только тренировка, вчера была хорошая победа. Да. Еще вчера, мне кажется, из-за того, что все-таки 4-й турнир подряд, я чувствую усталость и моральную тоже, и эмоционально начала срываться, из-за этого сломала ракетку. Это плохо, не делайте так. Да, но зато после матча девочка, которая за меня болела, попросила ракетку в подарок, и я отдала ей. Сделала хорошее дело и порадовала ребенка.
Нет, скачу. Да. Короче, я выиграла сегодня с счетом 6-0, 6-2. Хорошо быть сеянной. Попадаются такие подарки во втором круге. Девочка сегодня просто все проошибалась, непонятно зачем. И я вышла в четвертьфинал, заработала уже 8 очков. И завтра буду играть с первой сеянной. Но меня сразу после матча схватили на допинг-контроль. У меня посуда, я пью воду, все жду, когда я захочу в туалет. И я немного нервничаю, потому что я ела мясо эти 2 недели. Хотя здесь это не рекомендую делать. Но мы проверили, вроде как в Бразилии натуральное мясо опасно есть в Мексике и в Колумбии. Я надеюсь, что все будет нормально. Но если вы вдруг в новостях увидите, что Екатерину Козелову закрыли за допинг, я буду бороться за свои права и буду доказывать, что это стейк. Я больше ничего не принимала. Ты смеешься? А ну-ка, бицухи покажи. Катя уснула. Ой, летает. Что-то я это... Я, по-моему, на каждом турнире уже на расслабоне ночи. Самба! Ой, это с горки скачусь. Не надо. Nice. Сегодня мне очень сильно повезло. Я играла против первой сеянной аргентинки. Повела в первом сете 3-0, и она снялась. По всей видимости, она заболела, потому что у нее не было голоса, она держалась за горло. Но я увидела, что ей не очень хорошо. Начала матч как бы с укороченных, она за ними вообще не бегала. Я ее старалась по максимуму гонять, и она, мне кажется, поняла, что ей будет тяжело весь матч выдержать, и поэтому она отказалась. У меня первый раз в карьере так сильно повезло, с первой сеянной в таком раунде, в четвертьфинале, поэтому просто нужно принять тот факт, что везение иногда приходит в дом. Я немножко сейчас потренировалась, и все, на сегодня я посмотрю своих соперников и буду готовиться к полуфиналу. 14 очков уже заработать. Vamos. Vamos, 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 vamos. Я с моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. Я с моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. Я с моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. 3 на 3, 3 на 3. Я с моими пацанами зацепи своих подруг, поиграем в стритбол. 3 на 3, 3 на 3. Целился, но не попал, девок позвал, превратил подвал в раздевалку. Все старше 21, 21, 21 проиграл. Ведь я флоп, жал, хотел, направил похер, крик с децибелов, записал опер, дал и заслон направил похер. Ведь я флоп, жал, хотел, направил похер, крик с децибелов, записал опер, дал и заслон направил похер. Я с моими пацанами зацепил. Como te llamas? Chamo Roger de Oliveira. Это стрингер нашего турнира.
Мы случайно с ним познакомились, и оказалось, что он профессиональный игрок в футбол. И в начале 2000-х он играл в городе Симферополь в Крыму в команде Таврия. Sim, Correcto? sim. И сейчас он como hobby, you are here. Теннис, agora теннис. Dois. Sim, sim. И вот он в этом клубе уже много лет и работает сейчас стрингером и смотрит наш турнир. И puedes decir algo en ruso? Posso, né? O que você quer que eu falo? Как дела? Как дела, né? Как тебе дела, né? Да. Как я играю? Como ela joga? Хорошо, хорошо. Сумасете, né? Да, у меня что я сама Сумасшедший. скажу на корте. Ela quebró ракета. Sim. Она сломала ракетку, поэтому он говорит, что она сумасшедшая. Mas na Sila play, né? Sila, como que fala em russo? Sila, Сильная, fuerte. Sila, sim. Окей, gracias. Спасибо большое. Obrigado. Мы играли полчаса в этот игровой автомат, чтобы выиграть эту коробку. И не засняли, как Да, выиграли. мы просто снимали 50 раз, потом мы уже отчаялись. И... Мы ее выложим, как мы пытались все вытащить, потому что там было вообще нереально сложно. Да, ну здесь все типа мягкие, была одна коробка, естественно, любопытство взяла вверх, как бы посмотреть, что Ну в там этом. реально невозможно было вытащить, очень сложно было. И мы как-то вытащили. У-у-у. Красивый. Это все, что там было? Суп мы на это потратили. Потом мы скинем чек. Блин. Просто маленькая игрушка в большой коробке. Сегодня у нас день полуфиналов. Российское дерби в Бразилии. Играю против Алисы Октябревой. Молодая девочка, 16 лет всего. Сыграла полуфинал Ролан-Гарроса юниорского. Сейчас стоит где-то 500 уже. Ну, такая достаточно способная. Посмотрим. Будет интересный матч, надеюсь. Вон трофеи, очень красивые тарелочки. Хочется одну приобрести. Это Уго. Está filmando, yo pensaba que... Stuff, tournament stuff. Yeah. Good morning. I take photos, record videos, set up cards, change the balls. What else? I'm the ceremonialist that gonna present the singles and doubles. I do everything here. I need bananas and then. Okay, bananas. Unfortunately, it's over. No. Yesterday. You ate the last ones yesterday. Yeah. А, я забыл, Уго, он сам из Чили, его родители из Чили. Поэтому он такой радостный. Jogar agora aqui na quadra central é a Cássio Nova com a Oktyabreva, duelo russo e logo após nós temos Tchopalov. Direita da cadeira, Ekaterina Kazanova. Esquerda da cadeira, Alisa Oktyabreva. Full. 15, tanto
да? Очень жестко. И все мокрое. Решил остановить наконец-то, потому что порт стал довольно сырым. Вот по таким дождям они играли 1,5 гейма. Я уже просто заколебалась играть в турнир, если честно. И опять дождь. У меня был сетбол в первом сете, я играла очень хорошо. Я не знаю, я сделала что правильно, мне просто не повезло. И потом начался тайбрейк, то, блин, линия, то кривой скок, просто сразу 0-4, вот так вот. Потом дождь усилился. Короче, я проиграла первый сет 7-6, во втором я очень хорошо заиграла, повела 3-0, пошел очень сильный дождь. Я проиграл прием 3-1 и нас прервали. Но честно, я уже не могу быть в матче. Я хочу отдохнуть. Опять дождь, сколько ждать? Мне кажется, блин, я не знаю, сегодня будем играть или нет. Корты сохнут очень быстро, но вот этот дождь, он просто начинается и не заканчивается. Вон он начал сушить корт. Ну, блин, дело в том, что еще точно не закончился. То есть нам кажется, что он закончился. Не, он до этого закончился, сейчас опять просто пошел. Ну там он уже открывается, посмотрим. Просто мне хейтеры в Инстаграме написали, что я играть не умею, что даже на уровне ITF я полная помойка. Меня просто это выбешивает, когда ты просто реально стараешься, хороший уровень тенниса, даже нет камеры, этого никто не видит, и тебе просто пишут, ну, типа, помойка полная, против 16-летней девочки играть. Так вы посмотрите на матч. И просто я играю 4-й турнир подряд, но меня это просто выгорает просто с этого. И еще пишут комментарии на публикациях, которые не я выложила, типа, я репостнула их, и я не могу удалить. Они специально это делают. Ну пофиг. There's always gonna be haters. Мы якобы нам дали ноутбук for... Один делает и двое смотрят. Мне это угорает. Это вы Все типа угорает. 100% высохли, мы прошли 3.20 и вообще ничего не сделано. На том, вот там посмотри, там озеро Байкал. Там очень, да, там очень мокро. Там можно порыбачить. Просто не верится, они берут, кладут дофига песка в центр просто. Потом начинают раскидывать. Нет, что сразу с мешка брать. То есть сейчас там будет просто гора песка в центре. Никогда такого в жизни не видел. Early this morning, when you knocked on my door. Молодец, Кать, молодец. Early this morning, when you knocked on my door. And I say, hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side.
Молодец, walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. See, you don't see why. And you dog me around. Say, don't see why. Молодец, Кать. People dog me around. It must be that old evil spirit. So deep down in your ground. You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. So my Молодец, Кать. spirit, Greyhound, busted right. So my spirit, Greyhound, busted right. Мне не удалось после дождя выиграть ни одного гейма. В общем, нет. Скрытые. Да, скрытую маранку. Я вообще в шоке. Ну как вот такое может произойти? Я просто типа веду 3-0. Мы выходим вообще на абсолютно другие условия, когда другая игра начинается, каждый гейм на больше-меньше, и в итоге просто я проиграла каждый свой гейм. Да, уж сегодня просто какой-то матч упущенных возможностей. Ну что, мы с Адилем молодцы, все равно сыграли второй круг в одиночке, полуфинал пары, полуфинал в одиночке. И в принципе, за эту поездку мы где-то больше, чем 50 позиций поднялись. И если считать с Бурунди, то где-то я больше 100 позиций. Я поднялась, буду стоять где-то 435-440 через неделю. Поэтому все, наша поездка подошла к концу. Теннисная. Ну а завтра исполнился одно из моих самых сокровенных вообще желаний. Почему я приехала в Бразилию? Я мечтала побывать в Рио-де-Жанейро. И мы специально взяли билет туда-обратно, и обратный билет на понедельник. И только в единственном случае мы бы туда не попали, если бы я сегодня выиграла и вышла в финал. Конечно, я старалась со всех сил, но, может быть, судьба так сложилась, чтобы я не закрыла этот матч, и мы смогли посетить Рио. Завтра мы туда поедем, и уже в понедельник улетаем из Бразилии. Доброе утро, Рио. Один из самых известных стадионов в мире — Маракана, где проходил чемпионат мира по футболу. И вот так низко облака. Точнее, они высоко, и мы высоко на уровне облака. У нас еще сегодня так получилось, что сегодня день Святой Пасхи, и мы в таком месте. Теннисные корты, да, это? Да. Вертолет летает.
в Мадрид. Один, по-моему, первый человек в истории вообще, который мой с его сумкой не приехала. У меня страховка. Если она не приезжает, мне выплачивают хорошую сумму, так что... И он каждый пусть раз, она не он приезжает. каждый раз ждет, чтобы у него не приехал багаж. С первых приехал. Темная ночь. Разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.